Хорошо. Так, хочу вам представить новоиспеченного капитана... чего капитана? Капитана парусного судна длиной менее 20 метров, прибрежного плавания до 20 морских миль от берега в дневное время. Ну так, да. Ограничений Э, много, но в целом капитан Миша Иннер, да. Теперь ты можешь в чате капитанить и как бы имеешь все основания для этого, получается. А 20 миль это приблизительно 30 километров, да? Да, но проблема в том, что территориальные воды 12 миль, и обычно чартерные компании не очень хотят, чтобы ты за них выходил, так что, по сути, вот, ну, в пределах там видимости чуть дальше иногда. Но больше не надо для чартера. Я правильно понимаю, ты не можешь из одного города в другой поплыть? Или это как? Не, ну, конечно, могу. Это в этом и есть смысл. То есть, как вообще устроен этот бизнес? Я-то думал, что яхты, это типа ты там покупаешь яхту, у тебя на ней сотрудники, и надо быть миллионером, мультимиллионером, так скажем. По факту это вот как Поэтому ты ты туда и приезжаешь... пошел же, правильно? А? Ну, поэтому ты и пошел в это дело. Да, я просто уже не знал, куда деньги, как бы, ну, на NL 500 не успеваю я просто избавляться от денег с нормальной скоростью. Слишком Начал низкая пытаться это скорость. делать с яхтами, и выяснил, что там тоже все не так дорого, потому что, оказывается, есть чартерный рынок, где можно в аренду брать яхту на неделю, с субботы по субботу это везде происходит, в любой точке мира практически, где есть там море, где есть марины, не девушки, а порты так называются, вот, и просто там от $1000 в неделю можно снять яхту. Ну, понятно, что до эта цифра будет там каких-то гигантских размеров. Ну, вот то, на что я учился, наверное, самая дорогая, которую можно взять, там, 20-метровая яхта, это будет, ну, 10 тысяч евро за неделю А сколько людей максимум. может Так что, поместиться на такой яхте? ну, на такой, не знаю, человек, наверное... Сейчас, короче, тебе бан-канала заработаем, у меня тут ребенок голый ходит. Что, Ань, закрой, пожалуйста, Хитро. двери. Да, да, да. Сейчас быстро бы устранил конкурентов, да? Ну вот на которой мы занимались, если более приземленными какими-то оперировать, 50-футовая яхта Баварии, в ней было 4 каюты двухместных, то есть, в принципе, десятером можно, не очень комфортно, но можно, потому что еще двое могут спать в кают-компании, там тоже диваны есть. Ну, достаточно вместительно, то есть 4 каюты, у каждой по своему туалету, очень просторно. Прикольно. То есть я правильно понимаю, ты берешь яхту в одном городе, можешь поплыть в другой, но то есть ты как бы от берега не должен отплывать больше, чем на 12 миль, или вот эти 12 миль ограничения, это что? Ну да, так и есть. Ну, в принципе, этого достаточно. То есть, так Ну даже да. спокойнее плыть, берег видишь. То есть это уже океанские переходы, где ты в офшор уходишь, ну там уже другая квалификация нужна. Так все и плавают. Там просто вот в странах, где это развито, у нас, например, даже в Сочи это совсем не развито. Все просто выходят, купаются в море и обратно в порт, потому что некуда идти. Нету марин нормальных, нету как бы соответствующей инфраструктуры. А в Европе, где-нибудь в Средиземном море, Хорватия, это Турция, та же самая. Там между этими маринами, городами, где есть вот парковки для яхт, так скажем, там как раз расстояние в районе одного дневного там перехода, да, миль там 30, 40, 50 морских, то есть вполне вписывается в такой маршрут, когда ты день идешь, ну, плывешь, если по-русски говорить, а не по-морскому плывешь, и потом паркуешься, ходишь в местные ресторанчики, осматриваешь новый город, и так всю недельку. Клево. А всякие там морские болезни какие-то есть, ну, неудобства, или прям супер комфортно все с первого дня? Нет, морская болезнь это то, почему я раньше вообще не ввязывался в эту фигню. У меня, ну, чтобы ты понимал уровень морской болезни, ну, меня тошнить начинает еще до того, как я сажусь на такой, просто от предвкушения. Но выяснилось, что медикаменты очень хорошо помогают. Драмина, в частности, меня вообще целиком убрала все симптомы. То есть, если раньше я от малейшего даже в машине укачивания уже так это себя чувствовал, то в какой-то момент, это в Таиланде, кстати, я эти таблетки нашел, и только потом узнал, что это и есть драмина. Я думал, драмина это как ацилококцинум, знаешь, какой-то сахар, типа, который внушает тебе, что ты Мгм. сейчас тебя не будет укачивать. А по факту это оказался действительно действующий препарат. Я, правда, единственный его на лодке пил, я не знаю, почему мне так не повезло. Все остальные такие Морские сильные, волки. с сильным внутренним ухом, а я такой слабенький.
Это получается, теоретически ты можешь взять яхту и не сильно отплывая от берега, ну, проплыть вокруг Евразии. Правильно? Ну, в принципе, я могу, да. И если вообще моя яхта будет, например, то я могу и сильно отплывать от берега. Это уже как бы нету какого-то общего такого, знаешь, закона, что вот если у тебя нет прав, потому что все эти права это по сути Филькины грамоты, но конкретно вот те, на которые я учился, это Филькины грамоты, которые принимают в чартерных компаниях как Мгм. доказательство того, что ты квалифицирован. А если на своей лодке, то ради бога, как бы, ну понятно, что нужна там лицензия радиооператора, да, документы на судно, ну и какой-нибудь корочкой, чтобы можно было посветить, можно хоть через океан плыть. На всоп на Но не яхте. дождетесь, нет, я так просто не уйду, отвечаю. Мне уже писали в комментариях, что типа, понятно, все, Иннер сейчас карьеру закончит, нашел себе новое дело. А чё, скоро Маск запустит свой интернет, и можно будет с яхты катать, в принципе. Вот это было бы круто, конечно, потому что если инмарсатовским пользоваться интернетом, то чуть-чуть накладно будет. Не то, что играть, ну, играть будет накладно, а стримить так вообще там типа мегабайт за доллар или сколько там А стоит. что тебя заставит уйти все-таки наконец-то? Не знаю, слушай, я думаю об этом, но мне кажется, просто обстоятельства заставят, как и большинство покеристов. Я же так говорил уже много раз, что не ты уйдешь из покера, а покер из тебя уйдет. Ну, покер тебя уйдет в какой-то момент. Ну, вот пока будет все в сумме складываться, там, и с Твичом, и с покером, я думаю, что я буду продолжать подгриндживать, просто, может, слегка лавируя этот баланс. Я может, Плохо, плохо. чуток отойду от темы, но вопрос сам напрашивается. Ну, а если бы, вот просто гипотетически, покер ушел каким-то образом из тебя, как ты говоришь, вот, ты бы стримил что-то другое? Ну, вот если бы у тебя был, ну, как бы, коммерческая основа этого всего дела, ну, и так далее. Тебе нравится, в принципе, этот процесс стриминга как занятие? И смог ли ты стримить что-то другое? Другие игры? Слушай, да, игры? мне нравится процесс стриминга, но я думаю, что это во многом идет от того, что мне нравится, что я востребован в этом процессе. И когда у меня были какие-то попытки стримить что-то отличное от покера, это всегда, ну, понятно, что это всегда падение там зрителей в огромное количество раз. И даже если абстрагироваться от финансовой составляющей, которая, понятное дело, что с тем онлайном, который у меня будет в играх, если я вдруг резко перейду на игры, она будет, ну, совсем ни в какую не годится для того, чтобы поддерживать уровень жизни. Ну, даже если от этого абстрагироваться, я просто не знаю даже, чтобы я мог стримить, чтобы это было интересно другим, и, соответственно, чтобы было приятно мне этим заниматься. То есть, как бы, ну, с покером сейчас пока идеальный симбиоз в этом плане. А игры вообще не уверен. Думаю, что вряд ли, скорее. А как бы ты себя вообще вот самоидентифицировал, ну там, профессиональный стример, профессиональный покерист, который стримит, или профессиональный стример, который играет в покер, вот на сегодняшний день чего в тебе больше? Ну, мне-то, конечно, хотелось бы считать, что я профессиональный покерист. Последний год там получился минусовой. Можно, наверное, списать на невезение, в том числе в игре Дьявола, про которую Денис в курсе, как я понимаю, да? Поговорим об Да, этом. да, вот. Но вообще сейчас это, наверное, уже ближе к такому симбиозу. То есть, если я раньше был покерист, который подстримливает, то сейчас стриминг, наверное, ну, по крайней мере, я больше трачу сил, чтобы работать или там, если не улучшать, то хотя бы сохранять уровень качества именно в этом направлении. То есть, если бы я столько тратил времени на работу над игрой, то да ничего бы не поменялось, конечно, потому что я бы все равно тестовал, поиграл бы много, но стример, покерист, наверное, просто через дефис практически равноценные два таких, я бы определение себе дал. Я просто Да, вот... ну подожди, но как бы определенно профессионализм измеряется обычно финансовым результатом. То есть, соответственно, ну, подводя как бы логику таким образом, мы можем утверждать, что если я профессионально занимаюсь стримингом, и это приносит большую часть денег,
так или иначе, косвенно или прямо. Соответственно, как бы я являюсь профессионалом этого дела, да. То есть, если я играю в покер и зарабатываю... Ну, то есть, вот ты в минус сыграл год. Но дистанции недостаточно, видишь, надо хотя бы лет 5, потому что 1 год в минус, может, просто не повезло, как бы. Согласен. Да, надо Возможно, хотя бы лет 5 ожидания закатывать выше. банкролл, тогда уже можно Тогда сказать. точно, Даже я ты- точно профессиональный стример теперь, а Да, не вот Алоха, покерист. наверное, наверняка скажет, что я профессиональный стример. Там Ну с да. дистанции уже нормально все. Да, ну нет, я этот год вообще-то в плюс планирую сыграть. Не надо тут меня раньше времени списывать. А Просто сейчас я не знаю, как... текущий результат какой? Сейчас текущий результат в плюсе должен быть, но у меня, видишь, база разбросана по разным частям, по ноуту и по компу рабочему, поэтому целиком собрать и вот по-честному сказать, сколько я сейчас, наверное, не смогу. Угу, понятно. Ну, типа 2 ББ плюс- на 100, плюс, да? Короче, плюс, не плюс БР совсем. То есть недавно совсем было вот такое что-то, типа болталось около нуля на рабочем компе, а на ноуте какой-то там плюс. Ну, то есть я думаю, что сильно меньше, чем со стримов, короче, пока что. То есть весь плюс spin and go и в 6 плюс. Ну, 6 плюс не сказал бы, что плюс, я не знаю. Хотя А что-то вот- в последнее время вроде складывается, мне там я подешево сейчас иногда опять захожу. Ну, понятно, что нельзя бросить, просто взять и бросить. Ты Это- был замечен, да. Да, за ерунду, да. Ну, спин го, да, я, в принципе, у меня в планах, что вот сейчас я потихонечку подкармливаю дисперсию, но я каждый день играю спин го за $10, в котором можно миллион выиграть. И как бы у всех свой шанс на миллион должен быть, правильно, да, Алексей? Вот у тебя свой шанс был, у меня Я еще не было. не Я жду. воспользовался, да. Ты его просрал, да. Просрал Да. вообще совершенно, ну, бесталанно. А я вот по поводу разграничивания стриминга и покера, я вот как-то думал на эту тему, причем именно в контексте тебя, потому что ты как супер успешный стример и при этом успешный покерист, я почему-то пришел к тому, что... ну еще и эмоциональный при этом достаточно. Пришел к тому, что, ну вот в твоем случае, как будто, если не разграничивать, то одно может прилично мешать другому, ну из-за того, что вот... Ну, то есть я хотел в итоге привести к тому, что условно, если ты чувствуешь, что ты тильтуешь за столами, и, ну, вроде как ты понимаешь, что тебе надо оффать стрим, но если ты при этом профессиональный стример, и ты там краем мозга каким-то думаешь, так, ну в целом, если я не оффну, то это зато хорошо повлияет на просмотр и на все вот это вот. Не так это работает? Ну, сразу понятно, что вот человек просто не знает, что такое тильт. Вот сидит как робот. То есть ты вот представляешь это как? Я такой сижу в тильте и раз решил рационально поразмышлять. И начал Ну думать. не так. Смотри, Не так. Так, если я ставлю стрим, то это принесет такое плюс ЕВ, но тильт будет съедать такое минус ЕВ. Дай-ка я посчитаю в калькуляторе ЕВшечку. Но это не так работает. То есть я не выбираю оффать или не оффать стрим в зависимости от того, как это там здорово или не здорово скажется на зрителях. Мне просто как бы, ну, не особо-то мешает то, что смотрят на меня в таком состоянии. Хотя, конечно, иногда и стыдновато бывает. Но, не знаю, тут мне мешает не то, что я не разграничиваю эти две деятельности, а мне мешает просто вот эта особенность моего организма, я не знаю, мозга, что в какие-то моменты эмоции, они чуть сильнее меня становятся. Чуть. Я скорее имел в виду постфактум, когда ты там рефлексируешь, анализируешь и думаешь, типа, ну я не знаю, как именно ты думаешь, но я бы, допустим, думал, блин, нафига я опять вот пошел в spin and go там или еще что-то. Ну и потом ты как бы сам себе говоришь, ну окей, типа, мое ожидание от того, что там я топ-стример, оно как бы перекрывает иногда мои вот эти вот поползновения. Ну хорошо, если это не так, а почему тогда тильтбрейкер раньше стоял, а сейчас не стоит? Да, ну, слушай, хороший вопрос. Мне жена его тоже задает, я не нахожу, что ответить. Я его, короче, удалил я его. Почему? Потому что он в одну из сессий что-то криво там посчитал. Я там на долларик зашел за блокировку и сразу же отыгрался. И это причем были две раздачи, которые начались в одно время, ну, короче, как-то там все перепуталось, так что не должно было быть, я специально подгадывал. Я, короче, тильтанул и удалил его. У меня, оказывается, был удаляльщик, там же его просто так не снести. Да. Но я им писал, когда он меня заблочил на 4 года внезапно из-за какого-то глюка. Я написал в компанию. Он тоже тильтанул, видимо. Да, он просто сказал, ну сколько можно уже, ну уже, Миш, уже все понятно, давай отдохни 4 года, сходи на права, поучись яхтенные. Вот, я написал, они мне прислали и сказали, вот когда вы это сделаете, обязательно удалите это письмо. Я сказал, окей, и не удалил.
И тогда я в этот день его удалил с помощью этого старого письма, отыгрался с того места, вот где вот он меня пытался отсадить. Думаю, да, зачем мне тильбрейкер, я же и так вот какой добрый молодец, справляюсь с любыми невзгодами дисперсии, высоко неся свою голову шальную. Ну, в общем, надо поставить. Нет, тут я согласен, как бы это прям нужная штука. Причем не только по результату, еще и по времени не ошибкой будет, потому что старость свое берет, уже не так просто сохранять подолгу концентрацию. Чувствуешь изменения какие-то в связи с Ну, этим? конечно, не, я уже, ну, давно чувствую, просто с каждым годом все острее чувствую. Ты даже, не знаю, у тебя нет такого, что вот по красной линии у меня, когда игра еще такая в начале заряжена. Я это с рождения чувствую, Миш, просто, поэтому... Да, у тебя Усталость просто эту. Да, я родился, Ну, в принципе, ясно. таким. В общем, Я хорошо понимаю, о чем ты, да, в свои уже 200 лет, которыми реально как бы чувствуешь себя... А сколько ты сейчас столов играешь вот регулярно? Все еще ну, там... сейчас же Зависит ограничения. от Я текущего играю- результата. Я стараюсь играть 2 зума сейчас, то есть я уже перестал вот это вот права. Во-первых, это для стрима, это, ну, ужасно, мягко говоря. Когда ты играешь 4 зума и 4 рек стола, то, ну, какой чат, какое общение, там вообще хоть что-то. 2 зума, по крайней мере, у меня еще успевает голова чуть-чуть обрабатывать, поэтому сейчас, ну, 2 зума и 4 обычных стола. Турниры Жесть. как-то с переменным успехом, я их то включаю, то не включаю. Я в них ужасен, смотрел результаты, там, какое-то время не играл вообще, потом опять затягивает, всё. Не, ну по это утрам- просто лудишь там, как я понимаю. Ну, лужу, да, но... Ну, то есть это нормальное дело, то есть как бы просто сказать себе, ну я как бы for fun это делаю, ну окей, Да, понятно. Как Недорого говорит, в целом. классик современности один, ну а чё, могу себе позволить. Да. Чья цитата, кстати, ну-ка, пенсионеров. А Проверить. чья? Ну, я тебе так скажу, Гарик Ивашевский все время так говорит, бабки есть, играем. Пойдет? Ну, я не знаю, знаешь ты, наверное, даже не знаком, может, с ним. Да не, ну как, Как-то знаком, конечно. конечно. Ну, вдруг. Слушай, а вот эта часть тебя, которая тильтовая, то есть вот интересно, ты уже с ней как полностью примирился, или каждый раз себе задаешь вопрос, ну какого хера? И вообще ты как-то с этим работаешь, не работаешь? Вот интересно. Ну, я в какой-то момент просто уже, да, решил, что лучше признать свою слабость и научиться с ней жить, чем пытаться отрицать ее. И, ну, то есть, Мгм. вот, например, я долгое время не мог понять, зачем, типа, мне спускаться с NL 500, если я могу бить этот лимит, когда я в нормальном состоянии. То есть я в отказ шел, знаешь, есть стадии там принятия каких-то неприятных для тебя вещей, ну, в частности, это там все знают про стадии принятия, например, диагноза рак. И тут также есть разные стадии. Вот у меня была прям, и до сих пор она часто проскакивает, стадия отрицания, когда я такой, ну, как бы, я вроде бы так-то не тупой, умею играть, поэтому буду играть тот лимит, который могу бить. Но забывая о том, что я его могу бить не всегда, как бы. Поэтому сейчас вот я в последнее время играю на L200. Ну, стараюсь как-то работать, конечно, но в основном, наверное, уже все-таки из стадии отрицания в стадию там смирения потихонечку перехожу. То есть стараюсь, ну, тильбрейкер, например, поставлю. Ты хорошо, кстати, что напомнил. А ты с психологом работаешь? Ну, я как бы планирую все время с психологом поработать. У меня вот буквально вот-вот уже там. Ну, просто у меня были в начале какие-то там, в самом начале карьеры, это же, ну, история-то давняя, поползновения, и что-то как-то это все так неэффективно показалось. Кажется, Не что очень просто, ну, специалист не попался типуй, всё. просто, да? Наверное, да. Наверное, тут как бы раз на раз не приходится. Возможно, для тебя это будет вообще невероятным бустом. Ну, то есть, для меня лично когда-то это был очень-очень крутым триггером, который просто все поменял, и казалось, а что, так можно было? И, ну, реально, я не ожидал. Я всегда думал, боже, что это за бред? У нас такая постсоветская еще эта штука, знаешь, что типа, вот, ну, я сам разберусь, я там сам себе сам, и так далее. А на самом деле это лайфхак просто, халява. Ну, то есть просто перед тобой сидит человек, который, ну, тебе ЮЭшку печатает, причем не только в области покера, но и в жизни. Это самое главное. Вот, поэтому это Ты круче. тильтовал раньше, и тебе помог психолог прямо, да? Да, но я тильтовал не в покере. Ну, то есть у меня просто немножко другая проблема. Она Ты связана жену с... убил там, да? Не-не-не, она связана с многозадачностью. Ну, то есть очень много задач я себе ставлю и очень много ответственности на себя беру. И за счет этого слишком распыляюсь. Очень тяжело. Ну, то есть всегда высокая планка во всем. И это хреново. А ты заметь, сколько из наших, вот у нас сегодня 15-й подкаст, ну, не знаю, треть, наверное, рассказывала, что они занимаются с психологами, и как это Больше, круто. больше.
Не Да, трень, это больше, интересно, больше. конечно, тенденция такая пошла. Будет забавно, если Миша найдет крутого специалиста и такой спустя там сколько, 10-12 лет игры, через год занятий с психологом, типа, побьет Линуса и будет сидеть держать на хай-стейкс Я лобби. тебе скажу, что вероятно, по крайней мере, это сильно увеличит как качество жизни, так и качество игры. Ну, вот Ну, это это... безусловно, да. Не, если бы была таблетка не тильтовать, как бы, ну, хотя бы в лице там психолога, чего угодно, то я бы за нее очень дорого, конечно, мог заплатить бы. Ну, А чем Посмотрим. вообще, насколько Миша Иннер, покерист и стример, отличается от Миши Иннера вот в жизни? И как быстро ты умеешь это переключать? То есть, условно, после тильтовых сессий, как быстро вот ты приходишь домой там в семью и все, ты уже нормальный? Или наоборот, тебя лучше не трогать? Ну, если прям плохая сессия, то, ну, я не из тех, кто, типа, закрыл компьютер и все, рабочее место убрано. Нет, я еще весь вечерочек, наверное, буду так немножко подгрущивать. Тут в этом плане, ну, как и с работой, там психологическая устойчивость проявляется иногда не с лучшей стороны, так и с реакцией на, вот на плохую работу та же самая история. Жена уже, наверное, догадывается, да, что когда я как в воду опущенный, то лучше не лезть, а то за собой потяну на дно океана. а я уже задавал этот вопрос, задам и тебе. А какой лучший ход от жены, когда ты в таком состоянии? Ну, как минимум под кожу не лезть. Я не знаю даже, ход в смысле, что должна делать, Ну, да? да. Ну, у женщины желание помочь как-то, ну, как бы, Ну, это каким-то понятно, да. образом, Мне да? кажется, просто как-то, типа, отвлекать, что-нибудь предложить веселое, что нравится сделать. Потому что То сам есть, я, А я давайте в ничего не покер предлагаю. сыграем! То есть, видишь, ты такой засадил, короче, нормально. Ты такой горишь весь, выходишь. И тут такая жена, а говорит, а давай в бридж там, или, я не знаю, давай во что-то там поиграем типа, в игру с детьми. А ты с детьми, да, конечно, да с удовольствием, да с детьми, да сейчас. Но мне кажется, это не рабочая схема. Ну, Не, ну слушай, мне нравится, например, куда-нибудь гулять, ездить, так, праздно проводить время, просто гулять. по парку какому-нибудь, типа, и пока едешь, можно немножко подуспокоиться. Да, перемена обстановки. То есть Да, предложить то перемену есть, обстановки, наверное, это будет правильно, да? ну да, ну, по-хорошему тут как бы можно назвать, что не сделает хуже, а чтобы прям помочь, но это просто слишком внутри меня, чтобы кто-то извне мог помогать. То есть, если бы она могла мне сказать, смотри, а я сегодня в Инстаграме заработала 10 тысяч долларов, как раз столько, сколько ты проиграл, это бы, наверное, помогало бы, да. А Мгм. так, ну, по факту, это внутренняя проблема, которую просто не усугубляешь, это уже хорошо, если. Я Не всегда просто получается, кстати, у видел нее. какие-то твои фотки из, Хм. ну, и семейные, и мне что-то казалось, что, ну, из разряда я сегодня видел, как ты жестко тильтовал, а вечером ты там уже с детишками резвишься. Я подумал, о, прикольно, может реально Миша выходит из офиса такой клац, и все, закончилось. Не, ну, кстати, детишки это такой хороший очень Стресс-бол. переключатель настроения. То есть смотришь и понимаешь, что в целом-то, ну, там цифрок каких-то меньше стало, а так-то все здорово. Интересно, подожди, ну то есть все-таки вгонять именно проигранные деньги, а не сам факт неуспешности. Ты не думал об Ну, этом? слушай, деньги, конечно, неприятно, то есть если там начать переводить их в какие-то ценности, которые они могли бы принести, но по факту даже какие-то самые крупные сессии, ну, последнее время я не помню, чтобы у меня там было, скажем, больше минус десятки, даже десятка, когда была давненько уже, но это в любом случае не критично относительно банкрола. То есть, наверное, не деньги, но неуспешность тоже как бы странно сказать, потому что в целом-то я как бы, ну, в плюсе в своей деятельности. Понятно, что там с покером какие-то могут быть неурядицы, у меня есть побочные источники заработка там в виде Твича, и черт его знает. Слушай, а чего тильтуют люди вообще? Вот это, ну, тот же вопрос. Мне С ним, кажется, если да, разобраться... ЧСВ, Это у нас, типа, может, уже что вот. сеанс начался, а может, вы сейчас меня вылечите по-быстрому. Я думал, что тебе может этот подкаст... Я когда вопросы составлял, я думал, что было бы клево, если бы ты потом сказал, что прикольно было на эти темы поговорить. Ну ты приезжай, в принципе, решим проблему. У меня Санаторий есть, Сантос. да, Да, там некоторые, бассейн, кстати, хороший, я поплавать люблю. да.
У меня еще есть винный холодильник, вот. Так что А. можем поплавать как бы более глобально. А потом, а давайте в покер сыграем. Ну То ладно, есть плюс, да? У меня колода, короче, только старая, советская, но там чуть не хватает карт. Поиграем этой, да? Ну ладно, поехали дальше, Леха. Да, мне интересно, как ты вообще оцениваешь влияние, ну, наверное, в первую очередь жены, но и детей на свою карьеру, и ты уже достаточно давно и безнадежно женат, как это в хорошем смысле слова называется. Где бы ты был сейчас в покере, в стриминге и вообще, если бы не они, как ты можешь, ну, может, думал об этом вообще, насколько они помогают тебе от тильта отойти и вообще двигают тебя постоянно вперед к развитию. Ну, понятно, что это содержание семьи, чтобы им было здорово и хорошо на этом свете. Это один из основных финансовых стимулов, именно успешным быть там в покере, в стриминге, неважно, в том, где деньги зарабатываешь, но как бы в то же время понятно, что есть какие-то нюансы, например, то, что мне нравится проводить время там с семьей, отдыхать, веселиться, это сказывается негативно на моей работоспособности в том, чем я занимаюсь, и тут может показаться, типа, вот, это такая минусовая штука, но на самом деле тут, как в покере, знаешь, во всех стратегиях смешанных, главное найти правильный баланс. Вот мне кажется, что я ну, я бы не сказал, что прям идеально балансирую в этом плане. Заваливаюсь я чуть-чуть в сторону отдыха. И, ну, Капец. может, это старость свою берет, уже, типа, помалу стримлю, потому что, ну, стриминг в особенности, покер, наверное, тоже, но стриминг такая вещь, в котором тебе надо прям постоянно быть онлайн, чтобы все знали, когда ты придешь, насколько ты придешь, и, ну, и там не по 3-4 часа стримить, а по 8 желательно. Вот. То есть в какой-то степени это тормозит, наверное, именно вот такое мое развитие, как бы экстенсивное в плане, количественном плане, но при этом очень хорошо влияет на качественно мое состояние жизни, ну и, соответственно, состояние моих стримов, не состояние, а качество, потому что, ну, многие мне пишут, даже зрители, что если я там в плохом настроении, то не такой интересный стрим получается. Ну, а семья это как бы во многом причина моего хорошего настроения по утрам, в том числе, когда вот я выдвигаюсь на работу. То есть тут У тебя у хорошее меня нет, настроение, что ты я так уходишь? понял, что... А? У тебя хорошее настроение, что ты уходишь? Ну, так сказал, как бы, с утра, типа. Не, ну у нас просто ритуал, мы с утра всегда вместе завтракаем, и потом своим делам садик, школу, там у жены ее лаборатория подарков, у меня работа. Я имею в виду, что вопрос, если был, типа, вот не думаешь ли ты, что, типа, были ли мысли, что из-за семьи, из-за того, что ты так давно женат, что у тебя двое детей, это, естественно, требует много времени, что, типа, не упустил ли ты Элю Ну, где-то? не-не-не, Ну, я я, конечно, думал откорректирую, на эту я тему. откорректирую, Миш. Дело, наверное, не в этом все-таки. То есть на этот вопрос ответить, наверное, невозможно. Вопрос больше заключается в том, что дала твоя жена тебе в достижении твоего успеха, то есть твоей лестницы. Как она на это все повлияла, и впоследствии как повлияли на это дети. То есть не в плане того, что там они забрали или там какая-то ЕВ была потеряна, а вот какую роль сыграла твоя жена. Ведь каждый мужчина, за ним стоит какая-то женщина, да, и, соответственно, ее какие-то действия, либо не действия влияли на твою карьеру в перспективе, в будущем, выбор. Ну, я не знаю, понимаешь? Ну, безусловно. Слушай, недавно я вот как раз выкладывал, что у меня прошла такая точка, что я уже больше со своей женой, чем без нее живу. То есть больше половины жизни мы вместе, именно как Ничего пара. себе. Подожди, а сколько тебе лет? Тебе, по-моему, 35, да? Ты что-то хотел 4? 33 мне года. 33, 33. И 33. вот, А, да, там с 16 с половиной мы, получается, начали встречаться с Нового года, 2004 года, и прям есть программа по дням, посчитал. То есть, безусловно, влияние это обалдеть. огромное. Мне кажется, она очень хорошо оттягивает какие-то мои несбалансированные стороны, и это мне помогало в том числе и в карьере. То есть, как бы, мне частенько хотелось бы, наверное, чаще там в длинные уходить какие-то, ну, не Запой? загулы, а как отпуска такие, да, запой, это само собой, да, это как бы, скорее всего, сказывалось бы негативно, а так я дисциплинированности заряжался все-таки от того, что вот человек семейный, ну и дети, безусловно, у кого дети есть, они знают, что мероприятие не бесплатно, всегда есть мотивация хорошенько поработать, чтобы не только их порадовать, ну и просто чтобы у них там была правильная ветвь
вектор развития, там, в нужные заведения отдавать. Сейчас что-то это как-то не так, как у нас все в детстве было. Меня там, не помню, чтобы вообще куда-то отдавали. Сейчас Ну, потому что ребенка опций не было. выращивать. А? Опций не было, когда наше детство было, не было опций. А теперь есть опции, поэтому ты выбираешь лучшее для детей. Это логично. Вот. И это стоит денег. Я просто не понимаю, то ли инет у тебя пропадает периодически, да? У меня? Да, немножко ты подлагивало. Ладно, извини. Окей. Слушай, ну вроде у меня это 100 мегабит спид-тест показывает, я проверял. Вроде сейчас Могут, конечно, нормально попробовать. все, мне кажется. Чуть-чуть было, но сейчас вроде нормально. Тебе, если хорошо нас слышно, то Я вас без лагов, да, слышу. все вроде. хорошо. Эм, Честно говоря, ты меня сейчас немножко даже удивил. Я почему-то был уверен, что твоя жена, наоборот, тебя оттаскивает по типу от компьютера. Ну давай уже отдохни. Ну давай уже, когда мы вместе с семьей куда-то пойдем. А у тебя получается наоборот, что семья как бы для тебя мотиватор поменьше отдыхать и побольше работать. Не, но при этом ты правильно все сказал, так и есть, да, она любит меня оттягивать, типа, давай побольше времени с семьей проводи, но баланс-то я все равно сам выбираю, понятно, что меня всегда Короче, надо. нужно назначить ее официально менеджером, и чтобы ты ее слушался. И тогда все будет вообще идеально, я понял. Не, я зарплату не вывезу тогда. Слушай, а вот за 16 лет, да, получается, отношений неполных или полных, у вас как-то вот все это время ровно было? Или интересно, были ли какие-то там, не знаю, периоды кризисные, как вы из них выходили? Мы вот с Андреем Патычуком немножко на эти амурные темы пообщались, и мне потом писали в личку, что типа спасибо, что поднимаете такие вопросы, интересно послушать опытных людей, как делать надо и как делать не надо, чтобы все в семье было хорошо. Ну, слушай, естественно, мне кажется, не найти такую пару, которая за 16 лет не бывала там в каких-то серьезных кризисах, ссорах или, ну, прям конфликтах, которые угрожали этим отношениям. Понятно, что отношения не только бабочки и пони, но и работа и над собой, и над партнером над своим постоянно. И у нас тоже такое было. Но у нас, я, наверное, рассказывал уже в публичном поле, это, может, уже несколько раз даже, что очень здорово помог, вот когда уже был, знаешь, у нас с друзьями было такое выражение, типа, кол на развод готов нажать, типа, вот когда тебе говорят эту фразу, типа, ну все, разводимся. Вот обычно начинается как бы, что там, ну не, давай там, а вот в какой-то момент что-то там дозрело, ну понятно, что набор каких-то вот претензий друг к другу совместных, и я уже как бы такой, окей, кол. В следующий раз говорю кол. В итоге психолог, кстати, опять-таки, да, ну не по поводу тильта. Мы сходили к одному, и это был вообще какой-то трэш. Ну, абсолютно бесполезное мероприятие. А вот второй назывался он Рзяйкин, я имя не помню его. Короче, суть в том, что этот мужик, он в Екатеринбурге, мы тогда там жили, он написал книгу по воспитанию детей, по-моему, одну. Я ее сам не читал, но мне ее жена, по-моему, целиком пересказала. И вот как он там подходит к воспитанию, мне прям очень понравилось его. И жена из-за того, что ей тоже понравилось, книга называется «Ваши дети, не ваши дети». О, То есть про прикольно. то, что Название надо мне уже вовремя нравится. надо делегировать детям их способности решения принимать. В общем, суть в том, что у жены к нему пиетет такой образовался за счет того, что эта книга, ну, как бы настольной стала у нас, когда мы первого ребенка воспитывали. И тут был тренинг, у него это называлось, по-моему, так, «Супружество как партнерство». И она такая, ну, давай вот попробуем туда сходить. То есть мы как бы уже в какой-то конфликтной ситуации, но при этом как готовы еще поработать над ее решением. Я такой, ну, давай сходим. И, короче, приходим мы на этот тренинг, и, ну, было ощущение, знаешь, вот мем недавно был, что, типа, какой-то чувак в пиджаке сидит, типа, за $300 я притворюсь психологом и объясню вашей жене, почему она не права. Вот было ощущение, что я так и сделал с этим Рзяйкиным, то есть он там навалил прям полностью мою позицию, аргументированно там, чуть ли не с графиками, со всякими там объяснениями, примерами из жизни, из практики своей, и, ну, после этого как-то у нас что-то прям серьезного, ну, не было вообще. Как отрезал. Это было достаточно давно, и мы вот с тех пор просто душа в душу. Так что, ну, конечно, да, бывает такое. Иногда, кстати, ну, я не говорю всем, что, типа, вот, обязательно прям держитесь до последнего. Мой пример, это означает, что нет. Иногда действительно проще и лучше разорвать отношения, неважно, там, с женой,
или с какой-то там игрой, разновидностью игры, да, которая тебе не нравится. Но иногда вот получается, да, так что... Так сколько ты в итоге денег ему дал? Ну, тренинг стоил типа 7000, но, да, обошлось без взяток. Т- Просто так получилось. Ну, он не то, чтобы там, знаешь, говорил, типа, вот, мужик пусть ходит там в стрип. Он просто говорил достаточно адекватные вещи, в принципе, на которых я и настаивал. Просто почему-то из моих уст жена не воспринимала это так авторитарно, как из его. Авторитетно, в смысле. Ну, авторитарно. Из своих уст как раз это, видимо, и звучит авторитарно. Ну, то есть... Да, 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 Я, из моих уст. В общем, я так понимаю, что просто повезло очень, что для жены этот человек уже был авторитетом из-за того, что она его книгу прочитала, и, соответственно, его позиция совпала с твоей, и она ее как бы приняла, получается. ну, да, да, то есть мы когда вышли, она такая, ну, ладно. Давай Круто, круто. попробуем. Так. Ну и как бы А тут давно много это претензий было? к Уже, этому. уже выборка серьезная после того? Серьезно, да. Но это было вот только у нас там. Нас было старшему еще тогда. Года 2, может, или 1,5, я даже не А, помню, слушай. ну круто. А сейчас сколько Лет старшему? 10 будет вот осенью. Ого, класс. А вот, кстати, по поводу детей интересно. Мне кажется, ты когда-то уже где-то упоминал, когда твои дети сталкиваются каким-то образом с твоей деятельностью, и, допустим, там у них кто-то спрашивает, или в садике, или где, чем папа занимается, или, может, он сам рассказывает. Вот всегда интересно уже, когда в таком достаточно взрослом возрасте это происходит. Да, я что-то вроде отвечал. Я, если честно, я даже толком сам не знаю, как вот эти беседы. Ну, типа, сейчас, если подозвать сына, спросить, а вот ты что говоришь, я не знаю, что он ответит. Но вряд ли он говорит покерист, хотя он, наверное, знает, что я покерист. Но он знает, что у меня там стримы, что у меня зрители, подписчики. А что он говорит, ну, я не знаю, я думаю, что мне не обязательно ему какую-то установку давать, ну, пусть говорит, что думает. Я, в принципе, не особо там общаюсь, знаешь, у меня нет какого-то желания себя выставить так или выставить иначе перед теми Не, там ну людьми, хорошо, но которые... на родительских собраниях, не знаю, в каких-то школах, садиках и так далее, но все равно иногда возникает вопрос, чем занимаются родители. Ну, Мгм. и как бы хоть какой-то один из ответов можешь нам рассказать? Если тебя Слушай, ну, спрашивают, по-моему, например. было время, что мы ему говорили, типа, что бизнесмен, и он, скорее всего, так и говорит. Я думаю, Ну, что вряд ли он меня закамин-аутил, что я... у меня в жизни просто была вот ситуация, когда еще дочь в садике училась, и пришло сообщение от воспитательницы жене моей, говорит, пожалуйста, расскажите вашему ребенку, где работают родители, потому что она говорит, что папа играет в покер, а мама целый день дома сидит и ничего не делает. Вот. Ну, и мы ответили, что нужно верить детям, они говорят правду. Ну, просто к тому же ты можешь попасть в какую-то иногда неловкую ситуацию, но в целом тут была нормальная ситуация, я всегда, вот я позиционирую, говорю, да, я играю в покер. Но ты это более-менее, ну, как-то скрываешь, что ли, не афишируешь, да? Слушай, у меня, знаешь, если это и скрываю, то я это скрываю не потому, что мне стыдно за эту профессию, а потому что я не хочу проводить лишний, ненужный мне и, возможно, и другим людям вот этот образовательный процесс, ввязываться в потенциальные беседы. Да, но покер это не казино и не рулетка. В покере можно путем упорной, долгой работы получать Не, преимущество ну подожди, над... а как давно ты пробовал это? Просто сейчас все изменилось. Ну вот на примере таксиста могу тебе сказать. Раньше, лет 5 назад, я там таксист спрашивает, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ну там типа в карты играю. Он такой, о, что? А сейчас спросит, в карты играю. А, в покер, да? То есть вот ты не скажешь, что ты в покер играешь, я в карты играю. Он сразу же скажешь, и потом второй скажешь, а я знаю такого человека, который играет в покер. Ну то есть сейчас, Миша мне Инер, кажется... знаете такого? Да, да. Да, таксисты... Я один раз таксиста знал, да, потом это сказал, что вот я с вокзала ехал. Не, ну слушай, может это связано с тем, что там в сериалы пихают рекламу Азина 3 топора, где деньгами разбрасываются. Но я думаю, что все равно не настолько еще просветлилось общество у нас, что оно готово без подготовки осознать вот эту вот грань между чистым гэмблом и гэмблом, который основан там на математике, на стратегии какой-то. Может, потому что в Украине покер это спорт уже. Ну, кстати, у нас покер-матч рекламируют на телевидении практически, да? Может, Да, поэтому с да, этим да. тоже связано. И закон, кстати, вот выборка из закона, я читал выдержки из закона, что ну, вот закон про гэмблинг же приняли буквально на прошлой неделе в Украине.
И покер не относится к азартным играм. То есть там отдельно выделено. Еще нету законов, которые будут в перспективе что-нибудь нам расскажут о покере, но все еще покер это спорт. Так что приезжайте в Украину, будьте спортсменами. То есть, получается, если сейчас ты, допустим, сталкиваешься с тем, что у тебя какой-то новый знакомый спрашивает, чем ты занимаешься, то ты что отвечаешь? Ну, сейчас, например, была ситуация на обучении Ну яхтингу, да. то есть, когда зашла об этом речь, я просто, рассказал, чем я занимаюсь. Ну, я уже, и понятно, что я не говорю, что только про покер, что я еще и про стримы рассказываю. Мгм. Там заодно я делал ролики, понятно, что скидывал им с моего канала, вот. Пришлось объяснить, что это, почему я вообще снимаю тут все. Мгм. Сразу и подписчики плюс, получается. Да, ну как бы, я же говорю, я не стесняюсь абсолютно точно этой профессии, но если это как бы к месту, да, понятно, что можно там объясниться, чуть-чуть время потратить, если ты с людьми планируешь там проводить ближайшие 7 дней чуть ли не постоянно, почему нет? Но если это как бы кто-то там со стороны, которого не обязательно в это посвящать, то можно и воздержаться. А вот сыну 10 лет уже почти, то есть проявляет ли он уже какой-то интерес к игре? И если нет, и начнет когда-то, как ты будешь к этому относиться? Есть ли у тебя какой-то план, если он вдруг катать захочет резко? Ну, он проявляет интерес к игре, но к Stars в основном, но не к Poker Stars, а к Brawl Stars. М. Как раз. А что Пока это? что Я не это знаю. такие игры. Воу-воу, ничего себе. Удалите человека из чата. Сколько кубков, Денис, у тебя? Да нет, у меня у малого только, извини. Я не играю, но Малого сколько? надо пойти спросить, у него же каждый день все меняется. Но малой сейчас играет в этот Roblox в основном, поэтому Мгм. подзабил на Brawl Stars. Brawl Stars это типа Dota, только на Для детей? приложении. Ну почему для детей? А, нет? Я понял. Ну, Миша, расскажи, ты даже на стриме играл. Не, слушай, я сам в нее замазывался, да, она не то чтобы для детей, но она попроще, чем Дота, в нее прям сразу можно начать играть как следует. Ну, в смысле, как следует, типа, у тебя будет шанс победить. То есть там чуть меньше скилл решает, наверное, чем в Доте. Хотя я в Доту не играл ни разу, поэтому не знаю. У меня 5-летний сын играет. Ну, Так и Ну, все, в общем, нет, да. покеру пока совсем холодно и не спрашивает, хотя у нас вроде бы и фишки можно найти там, ну и карты есть, соответственно, дома, чтобы поиграть, но мне кажется, он мою идеологию, что покер должен быть на деньги, он ее уже с молоком матери там и с кровью унаследовал, и, соответственно, не хочет играть на всякие там плеймани. Ждет, пока 18 ему исполнится. Я уже вижу, как в старших классах там обыгрывает на переменах. ну, я думаю, что одноклассника. когда ему будет 18, он уже монетизирует все, что можно монетизировать, и заработает значительно больше денег, чем можно было заработать покером. Мир очень быстро меняется. Тем более Да, покеру 2 сейчас года некоторые ребята, осталось. конечно, которым 18 нету, в ТикТоке рубят уже побольше, чем Регизум 500 на PokerStars. А они тиктокеры, кстати, у тебя? Ну, мой что-то делает, да, в ТикТоке. Не звезда пока. Ну, как бы, тиктокер это все-таки тот, кто уже добился успеха, мне кажется. Мгм. Нельзя любого называть тиктокером, у кого аккаунт есть. А то я Мгм. так тоже тогда тиктокер. Да, но я вот нет, получается. Хочу еще про стримы поговорить, конкретно про как бы монетизацию. Вот была ситуация в блоге у Гоши, у Бингоги, когда он сказал, что он хочет попробовать стримить, и там сначала инвокер очень большой обширный пост написал по поводу того, что вообще не стоит, и расписал там все очень подробно. И ты тоже так, ну, как мне показалось, с сарказмом выложил скрин, типа, перевода от Твича за месяц, там, по типу $400 или что-то такое. Ну, как бы топ-стример получает от Твича $400 в месяц, там, от 60 тысяч фолловеров. Как бы вот на что вы можете рассчитывать. У меня в той ситуации, я как бы не вступил особо в полемику в блоге, но я Гоше в личку написал, что я не совсем с ребятами согласен, потому что вот, ну, инвокер, очевидно, стримил в те времена, когда ситуация вообще была другая, а, ну, у Миши, очевидно, ЕВ от стримов совершенно по-другому идет монетизация, то есть, как бы, сколько было на контракте людей у Старзов, и где в тот момент, на каком месте среди всех контрактников был Миша Иннер и Лекс Фельдхуст,
И где теперь все эти контрактники, и остались только вот Миша и Лекс, у которых, по сути, ну, можно предположить, что контракт чуть ли не пожизненный с учетом того, как развивается Twitch и в каком оно все идет направлении. И не кажется ли тебе, что это не совсем честно перед человеком, который не понимает, как работает стриминг, вот выкладывать такой скрин и при этом, ну вот как-то или умалчивать, или не обращать внимания на то, что вообще по-другому деньги в ру-комьюнити в стримах делаются? Слушай, ну ты так говоришь, как будто бы Биг Гоги не соображает совсем и не догадывается, что мне зарплату платят PokerStars за то, что я на Twitch стримлю их игры. Он Понятно было, понимает, во-первых, понятно было, Да, давай. да, ну, во-первых, понятно было, что это с определенной долей сарказма, потому что никто наверняка, по крайней мере, я искренне надеюсь, что никто не думает всерьез, что мне стриминг приносит $500 в месяц, там, или сколько, 400 я выложил. Но в то же время, как бы, ну, цели обмануть не было у меня Биг Гоги, но я не знаю, я до сих пор считаю, и вот Инвокер там чуть-чуть сгустил краски, Ну ты, да, просто наверное, чуть после его приукрасил сообщения, но то есть он говорил, что нет вообще в стриминге денег. То есть это как бы друг за другом оно смотрелось. То есть Инвокер написал, что очень бедная комьюнити, токсичная. И после этого ты еще выложил скрин, где действительно $400 в месяц. То есть и поэтому оно за другим такое впечатление вот у меня лично создалось. Прости, что ну, перебил. да, я думаю, что все-таки имею право я на такой сарказм, как минимум. Понятно, что жаловаться грех, но в то же время, если... Понятно, у Бигоги какой-то уже бэкграунд есть, он там сразу набрал зрительскую базу. Это же прочитает не только Бигоги, но и еще куча людей, которые как бы думают, вот я сейчас как ворвусь с ноги, и если им рисовать эти розовые небеса, и как все легко и просто, потому что даже, ну, топовые стримеры у нас именно вот самого процесса стриминга зарабатывают, ну, достаточно скромные деньги. Ну, для примера взять, вот, я не знаю, ты знаешь, нет, Феликс у нас есть в команде немецкий, Да, Team да, Pro. да. Вот, ну, какой онлайн у него, наверное, видел, представляешь примерно, да, то есть его там в среднем Мгм. смотрит 200-300, наверное, человек. Вот у него, по-моему, платных сабов 1000, что ли, или 800, я помню, было. То есть Мгм. ну, соотношение такое. Соответственно, как бы, ну, платные сабы это одно, там еще донат. То есть только с Твича тот же там, ну, с Преги уже не сказать, что с аналогичным онлайном, как у меня, он там сильно тоже вырос в последнее время. Но у него с Твича доход уже космический относительно, Ну, космический это сколько? Типа ну, $1005? ну, больше 5 точно. Мгм. Чё там, ну, я думаю, что он точно пятизначный, но насколько больше, чем пятизначный, там, про Лекса я буду вообще молчать. То есть в этом Лекс-то да. плане я просто как бы немножко добавил своего мнения в видео, такого полусарказма, ну как бы это даже не сарказм, это правда. Twitch действительно мне платит, причем там не самый худший месяц был. То есть у меня и по 300, и по $250 бывали месяца, но это обычно, если мало стримишь. То есть в А этом сколько у плане... тебя самов в среднем? 50, что ли? Ну, Не, или больше около того. должно Не, у быть. меня где-то 120, по-моему, Мгм. сабов, 20, 110. То есть, может быть, еще все это поменяется, и люди больше привыкнут к тому, что какой-то контент можно поощрять, спонсировать, но конкретно на стримы, как вот именно на платформу и на контракт с Twitch рассчитывать, когда ты пытаешься повысить свою ЕВ, играя в покер, это действительно слегка оптимистично было. Ну, И вот еще не то, дополнительный чтобы это фиш. было нечестно с моей стороны, то есть я только правду как бы этим скрином-то Да мы, выложил. мы тебя тут не Я, может, виним. и неправильно сформулировал, сорян, это не было прям претензией, но я просто общаясь с Гошей, я прям видел, что мы можем его не найти в качестве стримера. То есть он не то чтобы спросил просто, чтобы подогреть эту тему, он действительно сомневался, начинать или нет. И вот такое сообщение такого рода и вместе с инвокером, оно могло бы его в какую-то сторону склонить. И это еще подтверждается тем, что когда он пару стримов сделал, и его во время стримов спрашивали, как тебе, то он говорил, капец, как круто, я не ожидал, что мне так понравится. После всего того обсуждения, которое было у меня в блоге, я ожидал вообще другого. То есть и по поводу токсичности комьюнити. Он там тоже, конечно, подогрел этим всем так аудиторию, что ему за первый стрим надонатили больше, чем мне за полгода. Просто потому что все такие, не дай бог, пусть будет. Просто люди там по $100, по 50, по 10. Вот, поэтому я просто подумал, что это как отрицательный фриролл может быть для комьюнити вот такого рода сообщения, что тупо могли бы
потерять человека как стримера. Ну, да, это, теоретически. конечно, было бы не очень. Я просто думал, что это прощупывание почвы, но в любом случае было бы странно, если бы он ограничился, получив вот такой вот фидбэк, и не попробовал бы все-таки стримить, потому что все равно надо именно процессом заняться. Может, ему это и без денег понравилось бы. Тут же такой вопрос. Кто-то стримит там для 3 человек, явно ничего с этого не зарабатывает, но делает это регулярно просто потому, что ему вот по кайфу так время проводить, там с ним сидят, его 3 друзей общаются в чатике, и, ну и здорово. Не, ну я вот много лет так делаю, у меня вроде друзей не 3, но как бы в целом я даже, наверное, денег в какой-то мере больше потратил на стримы, чем на них заработал, но это все еще не отпугивает меня от стриминга, то есть ты тут Ну прав, что вот, я можно про это и говорю, кайфануть. что как бы я был уверен, что в любом случае попробуют, и то, что там написал инвокер или я, какую картинку выложил, это уже будет просто как сбоку какой-то информационный фонд, который вряд ли сформирует Гошину У мнение. меня даже был какой-то хайповоз недавно на стриме, я вообще был, я не знаю. Что-то сложно их делать, я тоже только 1 раз вот этот вот поезд доделал. Там Так сколько я- надо, чтобы 5 человек подписалось за сколько? Не, у меня 4-й левел побочный, у меня дофига человек подписалось. Ну, типа, я просто сказал тему, ну, о том, что, ну, абсолютно без намека. Я просто Да. сказал, что вот я захожу на другие стримы, и, например, ну, вот мне нравится, как стримит чувак, и я даже на полчасика зашел. И я просто нажимаю там 5 подарков, ну, типа, 5 сабов подарить. Это 3 копейки стоит. Мне по кайфу, чату по кайфу, стримеру по кайфу. И только посыпались подарки такие у меня. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я сижу, обалдеть. Ну, то есть, ну, я никого не батил. Ну, то есть, это была просто абсолютно мысль, да. Ты Но, упомянул, что ты вообще-то захайпился на имени Запаха Замазки. На твоих личных стримах никто так не делает. ну да, видишь, запах Азамаски аудитория очень лояльная и Платежеспособная, богатая. да. Нет, ну, короче, суть-то в том, что вот этот инструмент, подарки, да, ну, подарки рандомные, очень прикольный инструмент. Раньше его не было когда-то, и ну, его сильно не хватало. Я думаю, сейчас, ну, просто люди, может быть, об этом даже не знают и не задумываются. То есть такой момент, когда ты кого-то байтишь на что-то, а есть, когда ты просто, по сути, это призыв к действию, да, ну, так называемый. И, типа, и люди бум, и они такие, о, так что можно было? Бум-бум, и все, понеслось. И хайповоз, и все кайфуют. Мгм. Так что давайте Попробуй. рандомить сапки, да. Ну да, попробуй. Это реально всем прикольно. В принципе, По-моему, можно это сейчас попробовать, я считаю. Слушай, Леха, Да, что ты... давайте вбиваем все Twitch TV Inner Psycho и будем пробовать. Кстати, да, вот получается, заканчивая тему с Бигоги, Гоша в итоге получил контракт с ГГ, наверное, месяц не простримив, и я, в принципе, ему об этом говорил, что очень быстро, и я вот говорил как раз 2 варианта, ГГ и Покер Кинг, что, скорее всего, кто-то из них, буквально на 2-м стриме кто-то в чате написал, что менеджеры ГГ ищут этого самого контакт Гоги, чтобы предложить что-то, вот. А вот... Опять же, по поводу того, что у нас как бы сама Twitch-платформа не монетизируется, то есть, и по сути, фолловеры, подписчики, ну, часы там и так далее стоят, если что-то вообще стоит, то гораздо меньше, чем это там в западном комьюнити и за рубежом. Тебе не кажется, что ты... Сейчас пойдет уже лично. Чересчур... ревностно относишься к этому всему. То есть я прям по пунктам буду. То есть вот, например, ну, возможно, правда, это связано там как-то с твоим контрактом, но я там ни разу не видел, чтобы ты зарейдил кого-то не там и не ПСного. 1 раз, кстати, видел, но это человек Анну Покер ты зарейдил, то есть, ну, это не считается. Вот, там, допустим... Мы с тобой периодически пересекаемся прямо во время стримов. То есть я стримлю, ты стримишь, и мы еще и банки при этом какие-то разыгрываем. Но ты там ни разу не упомянул, там, что типа вот он сейчас тоже стримит, или не назвал там мой ник. Ну, я имею в виду название Ну, канала. давай, тут ты до конца-то не придумывай. Но я не слышал, может, называл. Я не слышал. То Ну, есть... ты стримил в этот момент, как ты мог слышать? Не, я же параллельно у меня Смотрел, открыт твой стрим. проверял, сказал я твой ник или нет.
Не, я открываю, Не, ну, то есть мы какой-то банк разыграли, я открываю посмотреть на твою реакцию, разумеется. По сути, только для этого за стол и сажусь. Или там вот, я сам опять же не знал, но мне сегодня в чате написали, когда я стримил ГГ, что вот сегодня Миша стримил, и почему-то ни разу не упомянул, что вот у него сегодня будет подкаст на канале Феллини. То есть, почему так происходит, вот мне интересно. да я сам про подкаст забыл, я ж только приехал. Не, ну слушай, понятное дело, что какие-то и бизнес-интересы есть в том, что я, например, не рейжу всех подряд, особенно тех, кто стримит то же самое, что и я, в то же время, что и я. А То почему, есть, если эти подписчики ничего не стоят? То есть контракт же не влияет. То есть ощущение, что для тебя сами циферки важны, что вот у меня, я топ-1, у меня 60 тысяч фолловеров или 65, и я никому ну не а дам как? приблизиться, А, просто... а для кого не важны эти циферки, если вот ты тоже сейчас этим вопросом задаешься, понятно, что это у тебя тоже наболело, значит. Ну, Да-да, для естественно, меня что всем важны. нравятся циферки. Да-да, для меня важны, но я при этом постоянно всех рейдю, и не только те, у кого подписчиков больше, чем у меня, потому что мне кажется, что ЕВ-комьюнити от этого повышается, если у всех будет больше подписчиков. То есть не только у меня будет много, а и у всех других тоже будет много. То есть я так низко оцениваю ЕВ собственного прироста от того, что у меня как бы станет больше, как то, что все как бы возрастут, и от этого общее количество просмотренных часов увеличится. Ну что ли. короче, я просто перефразирую. Это минус ЕВ, по твоему мнению, или нет? А то как бы сейчас Леха тебя Как минимум это минус ЕВ, потому что Леша не играет сейчас практически на PokerStars и нельзя стримить, то есть это уже упирает 90% всех, кого можно захостить. Ну, а во-вторых, как бы, рейд это, я же смотрю еще и учусь тоже у других, например, да, я смотрю, кого, например, Лекс хостит, да, он всегда хостит либо Team Pro, либо вообще другие игры, потому что, несмотря на то, что вроде бы ему тоже чего бояться, он там номер один с огромным запасом, Ну да. но при этом почему-то он свою аудиторию не отправляет смотреть на какие-то каналы, которые как бы могут внезапно переманить к себе зрителей. Ну, то есть, давай резюмируем. Во-первых, это не обусловлено контрактом, это твое личное мнение, личная позиция, правильно? Ну, то есть, это первый вопрос, Лешин, который был. Это не обусловлено контрактом. В том числе, да. Угу. А второй, просто ты считаешь, что минус ЕВ для тебя. Ну, абсолютно Ну, нормальный в какой-то вопрос. степени. Слушай, Мгм. ну, я не вижу в этом плюс ЕВ, а минус ЕВ, оно, скорее всего, тоже где-нибудь скроется. Понял. То есть, ты индифферентный, короче. Ну, не совсем индифферентен. То есть мне Вот. даже ну, и деньги предлагали за рейды, как бы. Я считаю, что это такое, типа, знаешь, вот, типа, давайте, моя толпа, пошли, давайте туда за деньги или там за то, что... Не, ну тут я тебя поддержу Просил. максимально, что типа за деньги рейдить, если бы это хотя бы какой-то, ну, короче, да, это минус точно. А вот касательно просто товарищеский какой-то рейд. Меня даже когда-то запах замазки рейдил, это еще до того, как он меня полюбил. Вот. Я сейчас, мне кажется, смогу норм сформулировать. То есть, Давай. если взять ЕВ, потерянное от того, что ты кого-то зарейдишь, ну и тебя, допустим, станут меньше смотреть, потому что будут смотреть его, то в моем видении как будто это ЕВ намного меньше, чем удовольствие и радость, которую тот человек получит, которого ты зарейдил. Понятно, что это не твоя удовольствие и радость, но, допустим, если тебе приятно делать людям, то, по идее, это и твое ЕВ тоже в какой-то степени. Ну, мне, во всяком случае, приятно, когда... Я знаешь, кого рейдил? Я рейдил свою училку по английскому, которая в ЮАР живет. У нее, типа, 5 зрителей было в этот момент. Нет, И... тех, у кого 5 зрителей, я тоже, кстати, периодически рейжу, но... Но я нет, я бы также зарейдил, больше если бы она токсичности, стримила всё, что- покер. То есть, мне бы было просто... Я смотрел на ее эмоции, типа, как она рада там и так далее. Не, ну подожди, нет, тут, Леш, ты не прав. Ну а если бы это училки, был бы онлайн 500 Да. человек или Да, 200. зарейдил бы, да. Нет, ну ты бы зарейдил, да? Да, конечно. Так я каждый день рейжу. Я недавно, знаете, кого зарейдил? Я вчера зарейдил антикиллера, который, типа, меня хейтит очень жестко. И, ну, честно говоря, его я зарейдил только по причине, потому что мне было весело, хотелось посмотреть на его реакцию, когда я рейд проведу. Но в целом мне вообще как бы вот не впадло. Возможно, я в этом не прав, но вот
Мы с Смотри, ну тобой... вот у тебя еще тоже, ты можешь лукавить на этот счет, как бы, потому что рейды это в том числе инструмент о себе дать знать, да? Ты пришел со своей толпой, все увидели, о, а кто это, нажали на твой ник, и А, давай тоже смотреть, и, может быть, увидят, что у тебя такой контент, и фолловить. Ну, просто, например, ты можешь такую цель преследовать, ты можешь сейчас об этом не говорить, но вполне возможно, если бы даже это было так, я бы интуитивно, тебя рейдил. как минимум интуитивно ты можешь эту цель, но, понимаешь, как бы, тут немножко по-другому это все устроено. Я же Зачем, тебя как не бы, рейжу, получается, мне если эту тогда цель тебя... преследовать, то зачем так... А? Ну, и если бы это было так, я бы тебя в первую очередь рейдил, но я тебя не рейдил. Ну вот видишь, ты меня не рейдил, и я тебя не рейдил. Но я буду, я буду. Э, Сейчас Не, что-то ну была еще интересно, какая-то я понял, что мысля. этот диалог будет сейчас закончен, потому что как бы Миша, в Почему? принципе, ответил. Ну, Миша ответил, что он как бы не считает это нужным и правильным для А, себя. Вот, просто если мы будем дальше развивать, то как бы я тут могу подключиться в очень жестком а ракурсе. чё, Давай. подключись. А Не, я ну хочу еще по поводу Лекса спросить. не, Он знаешь, я как... просто, я как бы вот тут вообще третья сторона на самом деле, потому что я никогда не монетизировал свой Да. стрим, особо не стремился к этому, и YouTube и так далее. Мне просто всегда было по кайфу. Ну, Я ты платил... вообще участвуешь в подкасте на канале другого чувака, Да, уже да. 15 подкастов, по сути, вообще кроме общения, ничего от этого не имея и не Да, получая. То есть я об абсолютно. этом, да, Ну спрашивал. и в целом, вот когда Леха начинал там тему со стримами, я ему все показал, все рассказал, Да, как да, да, да. начал как бы, и все, кто приходил в стриминг, я всем говорю, ребят, давайте я вам помогу, расскажу, потому что я так познакомился со стримингом. Вот я не знаю, помнит Миша или не помнит, когда-то я еще в начале с капами пришел на стримы, и у меня типа в какой-то момент онлайн был 1000 плюс, и Миша еще зашел в чат и написал, ты что тут делаешь? Вот. Я просто с главной страницы стримил. Ну, как бы, мое знакомство с Твичом, оно было очень интересным. Я практически первые же дни получил главную страницу с Twitch-студии профессиональной. Ну, то есть там было, короче, космос. И, конечно, я кайфанул и полюбил это. И поэтому я несу эту любовь к Твичу всем. И я считаю, что рейдить друг друга это очень круто. Хотя я периодически забываю, ну, просто потому что, когда я устаешь в конце стрима, знаете, ну, такой устал, и ты уже думаешь, блин, как бы пожрать, например, или там еще что-то другое сделать. Вот. Но я Мишу понимаю. На самом деле, то, что он Понятно, сказал... собрались, короче, два альтруиста и один Нет, старый я не прагматик. согласен. Бизнесмен. Нет, я не согласен, что, во-первых, два альтруиста. Ну, то есть, я согласен, что частично Леша здесь все-таки лукавит. Вот, ну, честно. И это как бы со стороны так. Ну, не настолько, насколько это кажется, но реально есть. Но в любом случае ответ понятен. И я думаю, что ну, это просто твоя профессия. Вот в том-то и фишка. В том, что ты как бы в этом профессионально развиваешься. И поэтому, наверное, ты, может, где-то до конца сам и не признаешься, что тебе как бы важно, а может, ты признаешься, что важно просто занимать эту пиковую форму, эту топ, ну, быть топ-1, и реально, если ты будешь распыляться своими подписчиками, то по чуть-чуть ты ее потеряешь. Вот, я понимаю. Ну, спасибо. Ну, извини, Лёх, что я тебя тут не поддержал, но я думал, что я поддержу даже в этом вопросе, но вот услышав и посмотрев в лицо Миши, я понял, что все логично и... Что не так с листом у меня было? Нет, наоборот, как бы... Наоборот, так получается. Все было ровно, да. Все было ровно, и без сомнения это честный ответ. А по поводу Лекса просто мы с тобой как-то обсуждали в личке, я вот не помню точно, что именно, но там была какая-то суть в том, что там жесткая иерархия, кто кого зарейдит и кто кого не зарейдит, и что в целом тебе вроде тоже это не то, чтобы шибко прям нравится, что так все какая-то жесткая конкуренция там. Ну, не Дом 2, конечно, но что-то как-то, ну, как-то все не на расслабоне. Я в связи с этим просто, ты говоришь, вот ты ориентируешься на Лекса, а тебе не кажется, что если Лекс так делает, то это не значит, что как бы Лекс прав? Может, это не совсем... Ну, не значит. Я, в принципе-то, и не делаю как. То есть, например, у Лекса вообще половина стримов без рейда заканчивают, даже если кто-то из Steam Online у нас есть. Я не очень в курсе, какая у нас насчет этого политика. То есть, ну, понятно, что не надо рейдить тех, кто играет в другие румы, это само собой. А почему не всегда, например, он своей толпой делится с остальными, Team Pro, ну, Это, кстати, странно, наверное, что его не какая-то есть политика. попросили. Но я просто, ну, не в курсе сам. Я сам себе какую-то стратегию придумываю в этом плане. То есть, может быть, она и ошибочна, и надо со всеми делиться всем, что у тебя есть.
Ну ладно, ребят, давайте закончим тему рейдов, на самом деле. потому что Давай, все, бухгалтер хорошо, ведет я... больше всего времени. Ну, я надеюсь, не сильно я прям, как бы, это перегнул. Не, ну видишь, наболело, надо было высказаться. Мне да, хотелось, там. слушай, я так долго тебя упрашивал на подкаст, по сути, мне хотелось это в первую очередь обсудить, я поэтому разбавил там всякими приятными вопросами про яхты, там, про вот это вот все, чтобы потом... Слушай, я задам вопрос, который как бы вообще точно не был в списках вопросов, и просто поменяет тему нафиг. Вот, у меня к тебе реально вопрос, ну такой достаточно простой и сложный. Чего ты боишься? Хорошо поменял. Высоты. Ну, а в жизни? Высоты, окей, а в жизни? То есть, вот у тебя есть страх, например, страх незакрытой двери, страх того, что ты останешься без денег, не знаю, боязнь того, что заломятся грабители, еще что-то. Ну, точно есть. Но чего боишься-то? Я боюсь непреодолимых обстоятельств. Очень много их. Я даже не хотел бы некоторые озвучивать, которых я боюсь, да. Мгм. Но мне бы хотелось не иметь в жизни непреодолимых обстоятельств, которые больно ударят по этой жизни. То есть ты часто сейчас я попробую развить мысль, ты часто продумываешь вероятные какие-то непреодолимые обстоятельства и к ним готовишься или нет? Ну, то есть, или ты просто Ну, боишься? как бы именно о том, если говорить, чего я боюсь, то к ним невозможно подготовиться, естественно. То есть мне, в принципе, вот устраивает, как у меня все сейчас. То есть я не боюсь чего-то, что может произойти, исходя из моих действий, а вот какие-то непреодолимые силы вещи, они, конечно, ну, страшно представить Интересно, даже. интересно. Хорошо, а мы сейчас говорим о непреодолимых силах, но тогда у меня к тебе абсолютно логичный вопрос. Извините, ребята, кто живет в России, но вопрос логичный. Почему ты до сих пор в России? Класс, у меня это был следующий блок, то есть по поводу переезда в Краснодар. И я хотел спросить, раз ты решил переезжать в Краснодар, то есть если сам вопрос переезда, он уже был поднят, то почему ты переехал именно в Краснодар, если у тебя есть возможность переехать, в принципе, в любую страну? Ну и в разрезе того, о чем мы только что говорили. То есть вот ведь непреодолимые силы и какие-то вероятные развития событий в России, как мне кажется, ну, вероятнее, да, значительно выше вероятность этих событий, чем, ну, какой-то более, Ну, скажем... во-первых, потому что я русский, жена русская, и дети русские, и нам удобнее находиться в русском обществе. То есть переезд и ассимиляция — это не такой простой процесс, как думают те, кто этим не занимался. Как бы кто путешествовал достаточно или там жил, например, долгое время в других странах, даже очень приятных. То есть я в Таиланде, например, жил там месяц или в Штатах месяц. Меня устраивает в этих странах очень много чего, но я понимаю, что жить я там очень-очень-очень быстро задолбался бы. То есть мне надо, чтобы была русская инфраструктура, чтобы мои дети и моя жена все вокруг понимали, ну, я чтобы понимал, если касательно Таиланда. На данном моменте, на данном этапе, когда, по крайней мере, вот это решение о переезде принималось, и сейчас тоже, не сказать, что что-то сильно поменялось, но я оцениваю ЕВшку того, что русская страна там в том числе даже, скажем, с более низкими ценами, ну, совокупность факторов, да, русский язык, русская страна, там, родственники рядом, друзья рядом, вот эти все факторы в сумме, они перевешивают потенциальные риски того, что что-то может пойти не так. Плюс, как бы, ну, понятно, что каким-то образом я готовлюсь к тому, что что-то может пойти не так, и, ну, вряд ли это будет прям совсем какой-то трешак, что резко станет Россия Северной Кореей, и ничего не получится поменять. То есть, ну, мысли мигрировать у меня пока особо нету. Как бы я не могу себе, наверное, позволить ту иммиграцию, которую хотелось бы, типа там в Лос-Анджелес с домиком. Ну вот, да, вот это я тоже хотел спросить. Вот если бы ты мог в Америку уехать, ты бы рассматривал этот вариант? Ну, пришлось бы готовить долго семью, там вообще в целом родственников, потому что это, ну, очень неблизкое место. Ну, я бы рассматривал, наверное, да, не знаю, может, на старости, когда уже не будет так много якорьков, которые тебя Лет цепляют в за 38, родину. типа, да, где-то на старости. Ну, не, ну да, уже, в принципе, через полгода я имел в виду. Но там нет комьюнити, то есть, насколько я понимаю, в Лос-Анджелесе пришлось бы прям долго привыкать без Но подожди, ну общения. много ли ты общаешься в Краснодаре вживую с людьми вне своей семьи? Ну, достаточно, да, у меня здесь есть товарищи. Недавно были вот на дне рождения ребенка, одних из них. Не, ну Сейчас это в как сад бы, приезжают. это Но просто... я как бы и в Екатеринбурге немного общался, то есть, ну,
Ну вот мы с друзьями, например, из Екатеринбурга собираемся в Сочи через 2 недели на 3 денечка покутить. Но с этими друзьями ты мог бы покутить, как я понимаю, в В любое. Лос-Анджелесе не мог бы точно. Ну, нет. мог бы Это прилететь не- в Сочи. Далековато. Ну, короче, я на данном этапе решил, что нет, не очень это. Ну, а не выбрал очень формат Краснодар, переезда. потому что, типа, самое приятное для жизни в России. Я просто Тепло, не да. разбираюсь. Ну, мне так, да, мы так решили, и, в принципе, сейчас все так и выглядит на самом деле, потому что климат очень сильно решает, когда Как погодка? сегодня, ну, 30 так, в принципе, уже приятная жара, в принципе. Класс. Жена вот Коля Дурдома, которые тоже переехали в Краснодар, написала в Инстаграм, что это первое лето, окончание которого она очень ждет. Ну, то есть хорошая погода, но бывает, видимо, что прям супер сильно жарко. Вот они не были готовы к такой жаре. Но тебе нравится, Ну, да? Тебе нравится Краснодар? летом тяжеловато здесь, да, но мне нравится даже летом. Мне нравится, да. Мне нравится, что можно не надевать обувь с носками и кроссовками, типа вот такую уже, Ну, я наверное, так в Киеве делаю. 6 году. Ну, то есть, просто не надевай обувь, в принципе. Не, ну ладно, когда Но там... меньше дней в году все-таки. Ну да, полгода в году это как бы нормально. Я просто в Таиланде тоже прожил в сумме 14 месяцев, и это вот как раз рассматривал вариант там остаться жить. И, наверное, для тебя это не подошло как раз в культурном плане каком-то, да? То есть и в понимании того, как это все будет. Ну да, все равно это чужая страна, чужие обычаи. Не Понимаю. знаю, это как отпуск, хорошо, а жить хочется вот здесь пока что. Ну да, Может, вот потом хотелки пишут, поменяются, я не знаю. летом Там хорошо в как Одессе. повяжется. Это 100%. В Одессе было бы нормально. Если бы в Одессу можно было из любого города домчать за 20 минут, то много людей бы туда поехало. Хотя сейчас там капец. А правда говорят, что на юге, типа, люди отличаются как более добрые? Или ты ж вот разница с Екатеринбургом чувствуешь какую-то? Слушай, ну я наоборот слышал, что есть даже слово отдельное, кубаноиды, типа, что все хотят тебя обмануть, поиметь денег с тебя, ну, связано, типа, с курортной этой спецификой. Ну, я не сказал бы, что так. Люди-то везде одинаковые. Этот вопрос, какими ты себя будешь окружать. Понятно, что могут и плохие попасться, и хорошие, и средненькие. Ну, давай про увлечения тогда поговорим, да? Я про баскет, да, хотел вот и про пари Макдональда, который вот недавно, я так понимаю, был прям максимально близок, чтобы выиграть его. Я вот, ну как бы я правила знаю, но настолько далек, что вот когда ты сказал, что это изи катка просто для него, я, честно говоря, подумал, блин, ну как это из 190 попасть? У него там какие условия, напомню, и какой коэффициент вообще? Ну, по-моему, он 1 к 1 поставил, 200 тысяч у него стоит. А условия просто ну, надо на стандартное кольцо, на regulation rim, так называемый, которое официально как бы для игр любого там уровня подходит. То есть то, что он дома тренируется, он уже забивал там несколько раз больше 90. Но там колечко чуть подобрее, чем то, на котором надо. А последний, да, я смотрел клип этот, у него было, по-моему, типа, оставалось 9 бросков, из них надо было забить 8 хотя бы. Да. Да, и он зачокерил, ну, жестко. Нет, просто если у тебя стоит 200 кусков, и тебе больше нечем заниматься, у тебя там работает сайт, и внезапно тебе стало интересно позабивать, то если с координацией каких-то серьезных проблем нет, мне кажется, что не должно быть это сложным. Ему же не надо 90% поддерживать просто на постоянной основе, надо просто переапаться в одной из попыток. Ну, А у него попыток до ограничен он конца по года. времени как-то? Там До полгода? конца или- года ему надо это все закончить. Ну, то есть Ну, сделать хотя бы одну попытку. ты бы быстро справился с этим, да? Я правильно понимаю? Если бы тебе Ну, такое я предложили. бы справил, если бы нас бы одновременно заставили это делать, то я бы быстрее его Ну, справился, это потому что он понятно. начинал, типа, там, с 50%, я, ну, наверное, сейчас 75 где-то бросаю. Получается, тот человек, который поставил против него, вообще не понимает, да? Ну, это баскетбола. как бы, я бы не сказал, что это прям супер изи мани, да, но у меня было ощущение, что это минусовая, да, и, в принципе, так, скорее всего, и есть, потому что если он сейчас уже бросает попытки, которые могут стать победными, и несколько раз дома за 90 перевалил, то, конечно, до конца года он должен выполнить.
Тут еще надо понимать, что Майк вроде в минусовую ни разу в жизни не ставил, и у него всегда с большим запасом все в этом плане. Против него в целом лучше, мне кажется, если он что-то предлагает, то снэп отказываться, даже не пытаться разобраться, что он там предлагает. Да, они тут вместе с Вулгарисом в Твиттере налетели на чувачка, который Barstool Sports, у него компания, не знаю, чем он занимается, но, короче, он из информационного поля NBA как раз что-то там подтвичивает, и они, в общем, ему тоже, раз его сайт написал про Макдональда, Макдональд ему предложил, почему-то, я не знаю, как у них зашла речь, но, в общем, он ему предложил биткоин взять против любой акции на выбор. На 200 тысяч тоже, типа, давай, говорит, поставим, а Вулгарис такой, ну, и я тогда на 5 миллионов тоже самое. В смысле, подожди, против любой акции? Ну, то есть ты выбираешь акцию, а они берут биткоин, и там на год или на 2 он предлагал. Ну, то есть, но не, типа, не из круга там какого-то S&P 500, а просто любую акцию? Ну, вряд ли там, типа, какую-нибудь совсем неликвидную, которую запампить можно. Я думаю, что нет. Ну, понятно, что что-то такое более-менее адекватное. Но я не уверен, что согласись, я просто говорю про то, что если... Что Вульгарис захотел Макдональд сразу X сколько-то поставить от того, что Макдональд предлагает, да? И в этом Леша, суть. расскажи вкратце просто про Мазу. Вот люди спрашивают, уточняют. Ну, чтобы они в курсе типа, Макдональд должен попасть штрафных 90 из 100, правильно я понимаю? То есть он делает попытки, ему надо из 100 китков попасть 90. До конца года у него есть времени, он может сколько угодно 100 раз. китков это ты про кого? Про раздел арбитраж? 100 бросков. Бросков, да. И 100 да, и бросков да. надо забить 90, и он может сбрасывать их в любой момент. Да, и до конца года у него время. И типа они поставили один к одному по 200 тысяч. Вроде так получается. Да, это кидок, пацаны. А это кидок со стороны Макдональда, по сути. Не, ну кидок это, знаешь, это у трейдеров вообще часто бывает. Ну ладно. Ну, по поводу повторил, мы, в принципе, поняли, что Миша на изичек справился бы, да? Ну да, да. Ну, до конца года справился бы, думаю, да. Я вот все хочу перейти к главному разделу, но пока Леха меня придерживает, я думаю. Давай. Я хотел еще спросить такой вопрос. Вопрос Если задать. бы, да, задать, если бы, да хватит уже буквоеды, ёпта, собрались. Я специально это Я не профессиональный стример тут вообще-то. Если бы вот завтра закончился контракт, ну не знаю, не продлили бы там или еще что-то, чем бы занимался бы? Ну, есть еще какие-то сферы, где бы ты хотел себя Ну, попробовать? типа, контракт закончился, или мне просто физически там... Не, закончится банят? контракт завтра. Вот завтра закончится контракт и все. Не, ну катать в покер можно, но катал бы ты дальше без контракта или все-таки захотелось... Естественно. Ну, как бы, это же не то, чтобы у меня закончился контракт, и у меня закончилась вся моя аудитория. Понятное дело, что я бы занимался тем, что умею, и то, что у меня неплохо получается. Стримил бы покер дальше. Получается, в ГГ пошел бы. Ладно. Надеюсь, что не дойдет до такого выбора. Как бы, ну, не зарекаюсь, безусловно, но меня полностью устраивает сотрудничество с PokerStars. Не просто так, мы так давно уже вместе. Надеюсь, что их тоже устраивает. А в целом есть какие-то такие увлечения, которыми вот ты думаешь, вот если бы не покер, я бы этим занимался, помимо баскетбола? Какое-то хобби, которое могло бы стать профессией? Ну, вот яхту купить, докатать туристов в Сочи. Сейчас пока так кажется, ну, еще не задолбало, потому что... Ну, пока это не стало профессиональным занятием, да, то есть... Ну да, то есть это надо совсем любить, если это прям вот так гриндить, там-то нету такого прям разнообразия. Хорошо, а ты любишь покер? Ну, конечно, люблю покер. Как можно не любить дело, Нет, которое... знаешь, когда типа вот один человек другому задает вопрос насчет там любви, там, или человек, ты меня любишь? Конечно, я люблю. Вот когда говорят, конечно, я люблю, это как бы херня. Ну, то есть, типа, в смысле, ну, конечно, люблю покер. Ну, в смысле, это безусловная любовь, ну, типа, безусловная любовь может быть к ребенку. Ну, то есть, а как она может быть... Ну, Не, ну а как можно не любить дело, которое тебе обеспечивало счастливую жизнь уже там на 14 лет? Естественно, бывают моменты, когда у меня не лучшие мысли об этом ремесле. У всех покеристов такие моменты бывают, но я не скажу, что я его не люблю, что мне это в тягость. То есть ты любишь играть в покер, да?
Я люблю играть в покер, люблю стримить, да, люблю вообще жить. В целом меня все устраивает. То, что я иногда тильтую, это не значит, что у меня все плохо. Не, я ж тут вот видишь, не о жизни-то вопрос, и не о стриминге, а на самом деле о любви к игре. Просто я знаю, вот ты говоришь, как можно. Я знаю достаточное количество сэмплов, когда люди приходили в покер, или все еще в покере, с одной целью, там, заработать столько-то денег. И они не любят играть в покер. Вот, Рома Романовский, например. ну, например, и я вот, и был такой парень, который, ну, короче, не суть, тоже успешный игрок, очень успешный в свое время. Он говорит, блин, это такая нудная игра, говорит, ну, просто вот самая скучная игра, которую я знаю. Он заработал там, ну, хорошие деньги, да, и ушел просто заниматься своим делом. Поэтому ну, я не согласен, что прям обязательно люди любят покер, которые играют. Вот лично я люблю эту игру, да. Может, кстати, Но еще с течением времени меняться. Ну, типа, любил, потом немного поднадоело. И некоторые какое-то время даже терпят, потом Вот, а вот, потом нужно идти к семейному психологу и решать проблемы с покером, сажать покер себе, ты и психолог, да? Ну, как бы и нормально порешать. Но интересно, на самом деле я не ожидал такого ответа, что прям, конечно, люблю. Может, ты просто на автомате это сказал. Ну, круто. Главное, чтобы эта любовь была взаимна и долгих лет, так сказать. За взаимностью это в другое место, мне кажется. Да, слушай, сразу по поводу взаимности вопрос тебе, как человеку понимающему. Ты сколько не добрал в ББ в шорт-деке? За all-time. Слушай, ну, во-первых, у меня all-time нету графика тоже. Ну окей, потому ну что просто интуитивно. По разным базам. Важно. В какой-то момент я в ББ не знаю, у меня больше сотки был недобор, когда вот я еще дорого играл. Но в ББ... А дорого это типа АНТ-10, Во-первых, там АНТ АНТ-20? и не знаю, если честно. Ну типа 10 тысяч АНТ. Да даже не знаю, вот вообще не знаю даже примерно. Не, ну Я 100 в тысяч, баксах смотрел, ну, просто там говоришь, 100 разброс такой лимитов был. да, 100 тысяч долларов, у тебя средняя ставка на 10 долларов была, правильно? Ну, примерно, я представляю. Ну нет, там все-таки недобор-то был в основном на 2К и 5К. То есть, На высоких лимитах. сильно, да. Я понял. Ну и скажи, и тебе, в принципе, понравилась эта игра? Ну, она тебе все еще нравится? Да не, ну игра-то веселая, понятно, но она не под мой темперамент сделана просто. Я, конечно, сейчас немножечко ее опять пробую, потому что подуспокоил немножко свои нервы. Но не уверен, что у нас с ней завяжутся опять отношения. Не пытайся даже, все. Не, ну, слушай, ну у тебя обалденно не пытайся. Я на самом деле на старзах сейчас шордек не играю особо, потому что я там не добрал больше 10 тысяч анте за all time, и, честно говоря, тошнит от этого. Ну, просто когда ты каждый раз с ноября месяца, это уже почти год скоро будет, ну, типа, засаживаешь в волынах, это раздражает. Да потому что там Вот. темплейт нельзя, как на ГГ. Да, но я могу только в хедзапе с замазкой выигрывать. Слушай, ну тогда, подожди, ну у тебя такие как бы классные друзья, на самом деле, которые прям все специалисты в шорт-деке. Ну, то есть, и включая и Серегу, и Мишу, Речь сейчас, и чтоб чат понимал, о виде Васи и Миши Рудом. Правильно? бизнесмен еще, и Элев. Ну, то есть, ну, реально, все, ну, как бы в этом деле. Но они же тебя точно все время подсаживают, пытаются поддернуть. Ну, почему ты говоришь, что не Да не, ну наладится? понятно, что мы начинали все вместе, и как бы вначале было повеселей, но потом вот этот период, он подломал меня, я им сказал просто, смотрите, ребят, я больше это... Я, конечно, в чатиках во всех остался, там иногда почитываю их боль, сочувствую им, но сам уже, можно сказать, непрофессионально играю сейчас, как в спины, вот это просто такая лудня небольшая. Может, иногда с плюсовым ожиданием, иногда с минусовым, там непонятно с этим, но... Ну, просто нет, ну, не подходит эта игра мне. Она для тех, кто поспокойнее, у кого нордический характер. Интересно. Ну, а как ты считаешь, вообще игра это очень перспективная? Или так, поиграют и забудут? Ну, сложно сказать. В принципе, поиграют и забудут, это явно не про нее уже, потому что она достаточно долго относительно каких-то новых форматов держится. Она дисперсионная и, соответственно, нравится любителям, поэтому я думаю, что какое-то будущее у нее есть. По крайней мере, ну, 2 года, знаешь, как осталось точно. Но мне кажется, в какой-то мере Шурдеку осталось больше, чем No Limit. Просто если вы помните историю, Да, буквально, да. когда мы Fixed Limit играли, ну вот помнишь, ну было же в начале Fixed Limit, сплошной Fixed Limit был еще в начале карьеры. А потом раз, и он умер полностью. И все перешли в No Limit. Ну, да, просто проблема в том, что если
эджи станут ближе, и не будет такой пропасти там между любителями и профессионалами, то просто из-за такой дисперсии игра станет, ну, слишком велико соотношение дисперсии и преимущества одних игроков над другими будет. И это просто как бы получится уже совсем гэмбловый формат. А профессионалам хотелось бы все равно какой-то стабильности, наверное. То есть ты тут на стороне профессионалов стоишь, да? Ну, в смысле, Да. я просто понимаю, что игра, наверное, не будет существовать, если она будет или не биться, или там биться теми, кто завтракает, там, не знаю, секретными. Ну, слушай, кстати, вот это интересный вопрос. Ты поднял такую тему. А почему, вот, например, не может быть такая игра, которую играют любители, которые получают это удовольствие, периодически проигрывая и выигрывая по $1 миллион в минуту. Вот. И при этом, типа, профессионалы особо не могут туда затесаться, ровно по той причине, что, ну, типа, все, что ты озвучил, да, что как бы слишком высокая диспа, и слишком маленькое преимущество. Хотя винрейты в шорт-деке, я думаю, ты прекрасно знаешь, они значительно выше, чем в Техасе. Ну, они выше, потому что, как бы, они не совсем правильно же считаются, в том числе. Понятно, что они сейчас выше еще и потому, что играть мало кто умеет, но там же сколько денег накидано, а винрейт все равно идет в ББ. При том, Не, что ну, в банке можно на в начало доллар в час, раздачи можно- уже там 7 ББ лежит. Можно в доллар в час считать, ну, то есть тоже как бы как вариант, да, то есть... Ну, доллар час выше будет, потому что тоже ставки выше, соответственно. Если ты играешь там НТ-2, то у тебя на начало раздачи сколько там? 12 плюс 2, $14 в банке. А в обычном NL200 у тебя будет $3 в банке. То есть это лимит, скажем так, в 4 раза дороже, если грубо. Понятно, что и часовочка будет повыше. Ну и да, люди как бы не все научились играть, ну... Не знаю. Ты, конечно, хорошо занимаешься переманиванием на темную сторону, но... Я вообще не занимаюсь. Я из тех ребят, которые никого никуда не заманивают. Я просто интересуюсь тем, ну, в смысле, я задаю вопросы, которые мне интересны, да. И, конечно, было бы прикольно поиграть, ну, только уже, наверное, не на Старзах. Я, честно говоря, подустал. Не знаю. Но не в обиду Старзам, они на самом деле сделали мою карьеру, и там сколько-то там этих суперновых лиц за всю жизнь. Но, честно говоря, не знаю, диспа какая-то невероятная. Вот. Я даже показывал там графики ребятам, они говорят, ну, типа, это, говорит, ну, один, как сказал один рех хороший, известный, говорит, такой вариант, говорит, два варианта, говорит, либо это тимплеит против себя, говорит, либо второй вариант, говорит, ну, кто-то же из регов должен был так въебать. Ну, то есть, как бы, примерно так. И поэтому я смотрю на это все и думаю, я все еще люблю эту игру. Весь вопрос, на самом деле, заключался в том, любишь ли ты игру, а на самом деле задал его сам себе. Насколько я люблю эту игру, чтобы в ней оставаться. Походу так. Ну, спасибо, Миша, за ответы. С моей стороны, я думал, я тебя буду тут где-то подначивать или там где-то передернуть какие-то штуки, но на самом деле нет. Вот смотря в твое лицо сейчас доброе и честное, могу тебе сказать свое личное спасибо большое за стримы. И я все равно считаю, что там сколько хейтеров нету и сколько мнений нету. Да, я думаю, что ты подустал от стриминга, это мое мнение со стороны, и тебе нужно, наверное, где-то брать перерывы, и тогда твой контент будет намного ярче, веселее и круче. Может быть, где-то меньше часов катки, меньше часов стриминга, но более ну, качественно, более точные, да, какие-то штуки. И порадуешь нас еще больше новым продакшеном, не знаю. Может, Ну и от покера подустал, от рана в покере, а не от стриминга? Мне кажется... Я еще хотел сказать, у меня, ну, как человеку, который немножко связанный с YouTube был и с Твичом, я хотел выразить респект за то, что ты делаешь видосы на YouTube. Это как бы все равно адовый труд, и эту всю хрень нарезать, и потом смонтировать и так далее. Если ты это лично сам делаешь, это невероятно. Но я плачу зарплату за это сам лично, так что... Все равно взял этот комплимент себе. Не, ну в любом случае, я говорю, там есть чего плохого, наверное, как бы со стороны всегда легко, да, и всегда видно, или там и так далее, но ты красавчик, что скажу. Вот и все. Мне кажется, уровень стримов в любом случае самый высокий. Не знаю, может, где-то показалось. Да, еще, кстати, когда я начал стримить с этим, с Overwatch, как это, господи, с зеленым фоном, да, а Миша стримил без зеленого фона. И потом, когда он стал стримить с фоном, я думаю, ну все, знаешь, я в стриминге сделал все, что надо было. Считаю, Мишу... Мишу... наказывают, у тебя такой соблазнительный там плакатик висит. О, кстати, надо послать репортик, да.
Не, ну ты внимательно посмотри на этот фон. Ну как можно за такое наказывать? Это же произведение искусства вообще-то. Эта картина приехала из художественной галереи. Нельзя. Ой, И выиграть. началась эта тема Давно не было график в опять. школе в Телеграме. О, прикольно, да, нормально. Наконец-то спам. Ой, бля. Выключи, знаешь что, выключи этот... Оповещение, да. э, Красота. У тебя Ну, было я такое, Миш? вот намекнуть, что мне уже пора бежать с семьей гулять, а то они без меня, поэтому пришлось вот так. На самом деле, у нас один вопрос остался. Да, последний вопрос, он традиционный для всех. Называется «Званый ужин». У тебя есть возможность пригласить 5 человек, провести время, поужинать вечером. Это могут быть люди из абсолютно любой сферы, не обязательно живые, то есть могут быть какие-то политики, которых уже нет с нами, или спортсмены, или музыканты. В общем, 5 человек, с которыми тебе было бы очень интересно пообщаться и провести вечер. 5 человек, до хрена больно. Ну, с Эминемом я бы точно О! пивка Класс. выпил. Барак Обама. А Барак Обама, потому что ты с ним больше как бы согласен, или наоборот, ты не согласен, и поэтому тебе хотелось бы понять его точку зрения? Ну, потому что мне интересно, то есть если подразумевать, что это как бы какой-то званый ужин, и где мы сможем поговорить на какие-то интересные темы, Да, да, без то мне было ограничений. бы интересно послушать, каково это там быть президентом крупной страны такой, и какие-нибудь там баечки, да, но при этом как бы, ну, наверное, мне не очень хотелось бы с какими-то авторитарными правителями на эту тему болтать, поэтому я выбрал вот так. Наверное, с Коби Брайантом или Джорданом, можно двоих, кстати, позвать было бы, да, что-нибудь, вот кого-нибудь из баскетболистов точно, потому что это тоже одна из моих страстей. Ну, пятого, не знаю, ну, что, наверное, надо девушку какую-нибудь. Ну, понятно, что жена со мной на ужине будет, поэтому мы ее не считаем. Если Да, что, да, ее Тоня не придет. считаем, да. Да. Да, блин, слушай, сложно. 5 это прям много, надо троих говорить. 5 уже будет, знаешь, ему будет уже обидно, что я его позвал, как бы так долго не мог придумать, кто. Может, кто-то из умерших, да? Не, я сдался, слушай, 5 нету. Это нормально, Я вообще на кстати. диете сейчас, какой ужин? Я на диете, мне это не надо. Некоторые вообще Ужин. одного, God of Heads Up, взял кого-то одного, говорит, и хватит, мне больше никто не интересен. Да? Я, Кого? кстати, не помню, кого он взял. О, Маска кстати, он взял. кстати, интересная тема. Ты видел график God of Heads Up с прошлого подкаста? Нет? Ну, мне, по-моему, скидывали, да. Ну, типа, там просто такой без диспы вверх. И красная вверх. Ну, Зум красный 500. вверх, это я как бы догадывался. Да. А, Теслу, God of Heads Up Теслу назвал. Интересно. Да. Машину, в смысле? Или Ну да, говорит, мне просто дайте Теслу, не надо никакой ужин, я поехал. Не, ну с таким графиком можно и Теслу взять, в принципе. У него мини-купер всего лишь-то. Нет, я бы еще много вопросов на самом деле позадавал, но я не буду. Думаю, что надо Мишу уже освобождать, потому что у нас там была договоренность на 1,5 часа, мы ее, по-моему, израсходовали. Вот. Миш, спасибо большое. Я надеюсь, не очень я тебя напряг. Ну, не прям супер чересчур. И ты не забанишь меня в Телеграме, и мы дальше тоже будем с тобой общаться. И будешь его рестримить, да? Буду его рейдить, там, может Да, даже... сейчас прям с завтрашнего дня приступлю. И мультистримить. Да не, не переживай, да. меня напрячь сложно, я сам напрягаться умею очень хорошо, поэтому со стороны меня мало что напрягает, все отлично, и спасибо, что пригласили, да. Ну давай, до новых встреч. Хорошо, тогда. удачи тебе. Со словами. И чтобы складывалось уже наконец-то в покере. Правда, желаю этого без всякой иронии и без надежды, что этого не произойдет. Не, правда, когда тебя Спасибо. мочат на стримах, то у меня нет какого-то по типу такого: о, да, класс, давайте его посильнее. Даже когда я стримлю в это время, я говорю: да не, ну там жесткий ран 100%. Это не то, что там
плохо человек играет. То есть, может, местами он где-то начинает подтильтовывать, но это не отменяет того, что ран прям действительно жесткий. Да, ну и техническая сторона игры на самом деле нормальная. Я реально могу много чего сказать со стороны, и я считаю, что просто если бы меньше времени тратить на всякие хрени... Подкасты там, да? Ну, на самом деле подкасты... Заняться игрой. Но нет, ты знаешь, надо просто привести психику в порядок. Просто тупо, и ты будешь намного выше. Намного лучше. И я тебе скажу, это намного проще, чем тебе кажется. То есть это вообще не сложно. Просто ну, как бы нужно начать. Видишь, ты же с женой, вы пошли к психологу, и у вас, соответственно, получился результат. Нужно держаться за эту позицию. И мне кажется, все будет вообще огонь. Вот. Ну, давай. Все будет хорошо, как говорит Биг Гоги, да? Да. Все, успехов тебе. Давай, пока. Давай, счастливо. Пока-пока. Всем чатик, пока.